Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей недели. Сразу о главном. Пока вся Европа замерзает без российского газа, россияне гордо демонстрируют всему миру, что при желании можно легко замерзать и с российским газом. Тема сегодняшнего выпуска – подмосковная мерзлота. И у нас на связи наш специальный обозреватель Герман Лупоглазов, который лично отправился в Подмосковье, чтобы разобраться, действительно ли там все так плохо с отоплением, как об этом говорят переодетые в российских пенсионеров представители американских спецслужб. Давайте послушаем, что он нам расскажет. Сука, как же здесь холодно! Герман, вы в эфире! Ух ты ж, добрый вечер, студия! Расскажите, где именно вы находитесь и как там обстановка? Я сейчас нахожусь в подмосковном Подольске, и обстановка здесь, можно сказать, прекрасная. Повсюду царит теплая атмосфера праздника. Местные жители довольны, счастливы, палят костры в бочках, видимо, будут через них прыгать, как на Ивана Купала. А буквально пару минут назад сожгли соломенное чучело начальника местной котельной, и что характерно, это чучело дало больше тепла, чем сама котельная за последнее время. В целом атмосфера праздничная, душевная, кто-то поет песни, кто-то вон зубами настукивает гимн России, а кто-то для настроения просто пьет глинтвейн из боярышника и отдыхает в сугробе. Скажите, как обстоят дела с отоплением в этом районе? С отоплением все, как всегда, хорошо. Единственная проблема — его нет. Вам удалось выяснить, почему нет отопления? Ну, официальная версия местных властей следующая. Отопление отключили специально, чтобы предотвратить любую попытку организации голых вечеринок на территории Подмосковья. Это, в принципе, логично, а не официальная. Наебнулась котельная. Что, простите, не услышал? Навернулась, говорю, котельная, которая расположена на территории патронного завода. Но ситуацию уже взял под свой личный контроль наш президент и приказал национализировать эту котельную вместе с заводом. Это как-то поменяет ситуацию? Конечно, теперь эта бывшая частная котельная продолжит не подавать тепло населению уже как государственная. Понятно. Скажите, а местные власти что-то предпринимают для решения этой проблемы? Конечно. Во-первых, чтобы люди не замерзли, работники соцслужб выдают им бесплатную незамерзайку. А во-вторых, местные власти так и быть разрешили всем жильцам не платить за отсутствующее отопление. Более того, чиновники предлагают навсегда отключить в этих домах электричество, чтобы дать людям возможность больше никогда не платить за электричество. Интересный подход к решению вопроса. Да, но и это еще не все. Тут один местный депутат предложил демонтировать во всех домах унитазы, и тогда жильцам можно будет еще и не платить за канализацию. Понятно. А что по этому поводу думают сами жильцы? А вот мы как раз сейчас об этом у них и спросим. Сударыня, можно вас на секунду? А я напоминаю, что у нас прямое включение из Подмосковья. Давайте послушаем, что говорят местные жители. Вообще не хотели замерзать в Подмосковье. Как здесь классно вообще было летом. Душновато так по-домашнему. А сейчас-то что началось? Нет, я, конечно, понимаю, что у нас большая часть населения отмороженные на всю голову. Но зачем же делать так, чтобы мы были отмороженные еще и на все тело? Куда смотрят эти мерзкие власти? Ой, эти местные власти. Ну, есть же для них старая русская поговорка: готовь котельные летом, а бабло с жильцов руби зимой. Это хотя бы честно, по-человечески. Мы с мужем из Белгорода в том году переехали, потому что там дырявое ПВО. Но мы же не знали, что здесь в Подмосковье дырявое ЖКХ. Не знаю, может, это я такая на переезды нефартовая. Я уже и к гадалке ходила, чтоб там мне порчу яйцом выкатала. А она говорит: я б с радостью, да где же тебе сейчас яйца возьму? Как не одно, так другое, блин. У нас в квартире настолько холодно, что мне приходится с мужем в одной кровати спать, под одним одеялом. А вы же сами понимаете, что после 20 лет в браке это занятие не из приятных.
У нас бабуля живет по соседству, я к ней зашла вчера, смотрю, у нее зуб на зуб не попадает. Что, настолько было холодно? Нет, у нее просто всего 2 зуба. Один передний, а второй зуб мудрости. Понятно, скажите, Да пожалуйста. заткнись ты! Сидит оно там в своей теплой студии. Я хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу, за которого мы, несмотря ни на что, обязательно будем голосовать этой весной, если окончательно не окочуримся этой зимой. Уважаемый Владимир Васильевич, в прошлом году мы все так радовались, когда вы зимой оставили украинцев без света и тепла. А в этом году что? С украинцами не получилось, и вы решили на нас, что ли, отыграться? Как это называется? Оставь без тепла своих, чтоб чужие боялись. Мы к кому не обратимся, везде говорят, нет денег на ремонт котельных. Вот скажите, ну ведь можно же завтра не выпустить один кинжал по Украине, чтоб на эти 10 миллионов долларов отремонтировать все котельные в Подмосковье. Ну что ж, мы вынуждены закончить наш Не репортаж. перебивай меня! Да сколько же еще в нашей стране должно лопнуть труб, чтобы у нашего народа наконец-то лопнуло терпение?